Всем привет, друзья! Сегодня есть такая возможность показать вам одну из литовских дач. Здесь тоже сады находятся в комплексах, садовые общества, так называемые. Это место меня привлекло еще год назад. Был у меня клиент, не состоявшийся, правда. И когда я здесь приехал на замер, мне очень понравилась обстановка, какая природа окружает в округе. И этим я хочу с вами поделиться. А в этом году случилось так, что мои знакомые покупают эту дачу, и мы будем ей пользоваться. Ну, как бы берем в аренду. Они не имеют ни времени, ничего. И было такое предложение, от которого мы не могли отказаться. Ну и заодно покажем, как это общество состоит садовое, из чего домик, участок. А вы, кстати, в конце напишите, пожалуйста, сколько может стоить такая дача, по вашему мнению. Может быть, в вашем регионе, если вы в Литве, в другой области, районе или в другой стране. Заезжаем. Обратить внимание хочу на то, что сразу асфальтная дорожка по всему обществу. Зеркало стоит на поворотах, на опасных, на крутых. Одно. Второе. Стоит камера. Камера стоит около мусорки. Вот есть сразу контейнер для зелени. Вот, Рамазан, здесь покажи. Даже парит. Вот есть такой контейнер специальный. Потом для пластика отдельно, как всегда. Для стекла. И вот сколько контейнеров. По-моему, 10 контейнеров уже для общего. Даже для текстиля есть. Название улиц. Насколько мне известно, здесь можно декларировать адрес. Ну, по-другому сказать, зарегистрироваться. Свое место проживания. То, что в Литве дачи отличаются тем, что нет высоких заборов. А иногда их вообще нет. Вот начинается первый водоем. Пруд. Озеро маленькое. Их здесь, не знаю, штук, наверное, 10 в округе. Мы постараемся вам показать, как бы передать эту атмосферу, которая здесь в округе. Потому что именно вода меня привлекла. Вода всех привлекает. Там, естественно, дачи имеют другую стоимость. Более популярны, и мест все меньше и меньше на такой территории. Для покупки мало кто продает. Но много кто хочет купить такое место. Еще один водоем, но здесь вот они уже приватные территории вместе с берегом. Тут ставим шлагбаум, и сзади есть, наверное, несколько домов. Едем дальше. Еще одно зеркало на повороте. Ну, асфальтная дорога везде. Здесь сейчас будет с левой стороны водоем и с правой стороны. Вот еще один. Но это может быть он один, просто он переливается в одну сторону, в другую. Здесь уже пляж, где можно купаться, но и рыбачить здесь, естественно. Сейчас постараюсь приблизить и показать. Вот эти улицы ведут уже к более большому озеру берегу, и поэтому там стоит шлагбаум на въезде. Говорят, что это приватные уже берега. Едем дальше. Многие здесь уже живут, многие. Некоторые круглогодично, некоторые только на лето. Еще один водоем, канал. Мне прям Голландию напоминает. Ну, на берегу которого строится вот как раз каркасный домик пристроен. Сейчас все-таки попробуем где-то свернуть направо и доехать до большого водоема. Причалы уже здесь делают сами люди, живущие напротив. Мы практически доехали до той дачи, которую мы едем. Места, где привязывать лодки можно. Берег ухоженный, стрижена трава. Ну вот все, что ближе к озеру, стоят шлагбаумы на каждой улице. Мы практически приехали. Это перекресток, где дорога есть налево, направо, и вот здесь напротив, на углу озера. Мы приехали про участок и про домик, который нам позволили открыть и показать вам. Мы расскажем чуть позже. А сейчас я хочу вам показать, сколько шагов до
ближайшего водоема. Я уже как-то считал 50 шагов. Ну и заодно соседей покажу, как здесь все устроено. Заборов нет, как вы видите. Это уже люди делают канализацию, сделали уже канализацию, септик, все как положено. Но мне прям Голландию напоминает чем-то. Потому что все так доступно, приятно глазу. Ну вот и все, вот. Туда дорога вдоль берега. Все, вот и спуск к воде идет, начинается. Все забетонировано, все серьезно. Вода чистая, даже есть плот. Кувшинчики, кстати, здесь цветут. Сейчас 8 утра, а ближе к обеду они, наверное, раскроются уже. Рыбачат здесь. Есть небольшая рыба, щука есть, линь. Но самые востребованные места, конечно, около берега. Вот там и уже все занято, построены дома. Там, куда мы приехали, и сейчас пойдем к большому озеру. Кстати, вот этот участок продают 80 тысяч евро всего лишь. Как мне сказали, у берегов места уже приватные. Поэтому не будем наглеть. Вот машины стоят, люди там живут. Вот это выход на большую воду. Иду обратно, и поэтому у них стоят ворота, шлагбаумы на заезде. Они иногда закрывают, чтобы никто не заезжал туда, к берегу, кроме них. Хозяев, которые там имеют участки. От нашего места я ходил туда, показал вам озеро. А сейчас пойду в другую сторону. И тоже приблизительно 60-70 шагов будет водоем очередной. Он видно сразу. За участком вода. Я дошел. Маленький домик. Отремонтированный или заново построен. Ну вот их участок, сразу берег. И какой-никакой есть пруд. Это общедоступное место, это не приватное, я спрашивал. Вот такой причальчик, ну хотя бы рыбачить можно. Вот где-то выход сразу с участка в воду. Классно, конечно. Я думаю, нет таких людей, кому бы не понравилось такое место. Иду обратно показывать вам домик. Вернулись к нашему образцу. Как вы поняли, асфальтная дорожка до самого участка. Свет, столб, кабель лежит, проложен, по-моему, под землей. Что известно об этом домике? Домик 82 года постройки. Раньше эти участки принадлежали работникам стройтреста. Кто в курсе про Советский Союз, знает, что со стройматериалами раньше была проблема. Но те, кто приближен к каким-то стройкам, к организациям, тот же Стройтрест, то у них, видимо, проблем с этим не было. Все, что могли, они на тот момент доставали. И вот пример этого домика и этот пример на этом домике, что здесь не жалели на стройматериалах. По тем временам это было очень даже хорошо, потому что домик сохранился в хорошем виде. Времена года его проверили, нет никаких грубых трещин. Даже начиная с крыльца, это все бетон, забетонировано. Ни дерево, ни еще что-то. Металл. Обваренные какие-то узоры по тем временам. Проходим в дом. Дверь, замок. Но это, как всегда, раньше это был популярный материал. И половой краской красить. Автомат тоже с тех времен сохранился. Свет. Кстати, на весь дом подвал. Сейчас спустимся, покажу.
Дом вообще сам по себе маленький, там 32-33 квадрата. Потолок невысокий, где-то 1,90 м, 2 метра. Дыхло сделано, чтобы все здесь вентилировалось. Но, как говорят хозяева, что здесь все равно влага собирается, когда очень много снега вот в этом году было, влага была. Это дыхло. Почему? Потому что есть в доме, ну, так можно назвать, камин. Сейчас покажу дальше. Но можем, кстати, посмотреть, из чего пол. Здесь первый этаж вообще получается бетонный пол, монолит залитый. Сверху, не знаю, если вот это скрыть, может быть, доски постельные. Как я понимаю, этот дом не использовал никогда никто по полной. Вот эти обои как были поклеены в те времена, так они и есть. Здесь не два, не слоя. Вот он, один слой обоев. Так он и есть. Почему? Потому что двери не пошарпаны, двери не сильно не испачканы, не изношены. Вот как люстры были тех времен повешены, шторы, жалюзи. И как мне говорят, здесь менялись владельцы. Никто здесь надолго не оставался и по полной ее не использовал. Не жили здесь. Вот еще одна комната. Тоже все как бы для полного жилья. Розетка по тем временам. Без заземления. Диван это привезли нынешний владелец. Еще одна дверь. Вещь непростая по тем. В то время. Все закрывается. И неплохо, кстати, все работает. Эта дверь. Угу. Кстати, есть чердак. Пока не забыл, надо показать. Опа! Крышка такая добротная с досок. Чердак. Ну, что здесь я вижу? Что здесь сухо. Тоже нет никаких подтеков, разводов на досках. И, в принципе, как я понимаю, посередине можно стать в полный рост. Что-то тут обшивали, но не дообшили. Может быть, утеплять хотели. Вот из этих досочек каких-то зеленых, синих. Вокруг трубы тоже нет никаких потеков. Вот это вот чердак. Гостиная, так скажем, небольшая. Тут заставлена. Еще один выход. Популярно было обшивать вагонкой, в принципе, как и сейчас. Кирпичная стена декоративная. И вот он, камин. Хозяева говорят, что он не греет толком. Но не знаю, возможно, это правда. Говорят, что здесь только что-то печь, запекать какое-то мясо. И видим, тоже не сильно изношено. Не часто его использовали. Этот камин-печка. Рамы деревянные, но уже с элементами современных пластиковых ручек. Жалюзи такие встроены внутри. Но судя по вот этим болтам, знаю, что это с советских времен. Такие болты использовал. Я сам лично разбирал их, когда мама просила, чтобы почистить окна. Вот видите, ничего не запачкано. Все работает. И еще на что я обратил внимание, что здесь нету сырости. Потому что по углам обычно бывает сырость, подтеки, влаги, конденсат. Единственное, что вот в этом месте только есть немного пятно какое-то. А так по всем углам все очень даже неплохо. Обои, сами понимаете, тоже те самые, наверное, которые были поклеены первыми. Не, наверное, 100%. Именно эти обои. Кто не в курсе, раньше был большой дефицит вообще всех стройматериалов, тем более отделочных. Еще один выход, и я как понимаю, это веранда, крыльцо. Дверь просевшая, но не сильно. То есть хорошо закручено все, с саморезами какими, шурупами на то время возможно было. Выход. Крыльцо уже пошире, тоже забетонировано. Все по-серьезному, монолит полный, целый.
спуск. Крыша. Шифер, ничего не течет, потому что тоже на потолке нет никаких следов воды. И вот эти вот все ливневки, дождевики сделаны из оцинковки по тем временам, потому что никакой ржавчины, они абсолютно как новые. Видите, раньше дюбелей не было, использовали деревянные чупики. Не знаю, даже тяжело представить, как раньше все пытались что-то укрепить, закрепить. Вот, видимо, в шов забили гвозди, он как-то держится. Обналичка такая была покрашена. Красили один раз и все, больше никто не красил. Но здесь отмостка в этом углу провалилась уже и, наверное, провод хочет порвать. Вот это. Ливневка еще одна. Все вот в том состоянии, как было. Не изношено, не использовано. Здесь хорошо не жалели цемент, потому что он такого цвета. Без добавления песка лишнего. И не потрескался, ничего не отваливается с годами. Елку посадили в самом начале, думаю, в том же 82-м году. И вот она какая красавица выросла. Кто-то говорит, нельзя, чтобы такое дерево росло на участке. Ну, не знаю. Мне как-то придает, конечно, какой-то мудрости, долголетия это дерево, прочности, уверенности и уют. Ну все, ребята, вот все, что хотел я вам показать о литовской даче. Пожалуйста, напишите комментарий, поставьте лайк, и мне очень интересно ваше мнение, сколько может стоить такая дача. Всем пока, всего хорошего, спасибо за просмотр.